Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить зальцбургские клёцки, знаменитый австрийский десерт, который представляет собой воздушное и невероятно вкусное суфле. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. В первую очередь подготовим форму. У меня это вот такая овальная форма для выпечки размером 25 на 15 см и объемом почти 900 мл. Сначала форму необходимо смазать размягченным сливочным маслом, которого понадобится около 10-15 граммов. Смазать маслом нужно не только дно, но и обязательно бортики по всей их высоте. Дно смазанной маслом формы присыпаем сахаром, которого нам понадобится около 1 столовой ложки. У меня сахар тростниковый, но подойдет и обычный белый. Также в форму нужно добавить 15-20 мл 10-20% сливок. Это в идеале, но можно также использовать как молоко, так и более жирные сливки. Перемешиваем сливки с сахаром. По желанию сюда же можно добавить цедру половины апельсина или лимона. Еще раз слегка перемешиваем сливки в форме, чтобы цедра более или менее равномерно распределилась. И отставляем пока форму в сторону. Теперь берем 4 яйца. У меня категории S0. Яйца нам нужно разделить на белки и желтки. Белки отделяем обязательно в абсолютно сухую емкость достаточно большого объема, которую предварительно не обязательно, но желательно обезжирить лимонным соком или уксусом. Как вы видите, желтки я разделила по 2 емкостям. А все потому, что 2 желтка нам здесь не понадобятся. Поэтому сразу их убираем и используем в каком-нибудь другом блюде. А оставшиеся 2 желтка пока отставляем в сторону. Они понадобятся позже. В белки всыпаем щепотку соли. И пакетик, это, как правило, 10 граммов ванильного сахара. И с помощью миксера взбиваем белки до устойчивых пиков. Теперь нам понадобится половина чайной ложки винного камня, который в крайнем случае можно заменить лимонной кислотой или соком. Всыпаем винный камень во взбитые белки. И берем 60 граммов сахара. У меня тростниковый, но подойдет и обычный белый. Добавляем в белки примерно 1 столовую ложку сахара и снова начинаем их взбивать. И также, продолжая постепенно добавлять сахар, взбиваем белки до очень твердых пиков. Вот прямо до железобетонных, которые даже не стряхиваются с венчика. Это очень важно. Теперь добавляем в белки 2 желтка и 15 граммов муки. И быстро, но очень аккуратно, направляя венчик или лопатку снизу вверх, смешиваем белки с желтками и мукой, стараясь по максимуму сохранить плотность и воздушность массы. Подчеркну, важно сохранить плотность массы, чтобы она очень хорошо держала форму. С помощью кулинарного шпателя или большой ложки формируем из яичной массы большую клёцку и выкладываем ее в подготовленную ранее форму, придавая ей вид горы. По такому же принципу формируем еще 2 клёцки и выкладываем их рядом с первой. Вот эти 3 клёцки как бы олицетворяют горы, вершины которых можно увидеть практически с каждой точки старого Зальцбурга. Форму с клёцками отправляем в уже разогретую до 180-200 градусов духовку, где они будут запекаться на протяжении 10-15 минут или до красивого золотистого цвета. Готовое суфле подается сразу же, пока оно еще горячее. Но перед подачей этот десерт обязательно присыпается сахарной пудрой, благодаря которой он еще больше напоминает покрытые снегом вершины 3 гор, которые окружают старый город по обе стороны реки Зальцах. Достаточно часто зальцбургские клёцки подают с клюквенным соусом, кислинка которого идеально дополняет сладость самого десерта. Поэтому берем 150 граммов свежей клюквы. К клюкве добавляем 75 граммов сахара. Ставим клюкву с сахаром на огонь и при постоянном помешивании сначала доводим до кипения, а затем провариваем буквально 2-3 минуты. Практически готовый клюквенный соус пюрируем с помощью погружного блендера или перетираем через сито. А потом небольшим количеством соуса поливаем зальцбургские клёцки сверху, а оставшийся соус подаем в соуснике отдельно.
Сегодня этот десерт является неотъемлемой частью культуры Зальцбурга, и его можно заказать практически в любом ресторане города. А вкус его настолько впечатляющий, что австрийский композитор Фред Реймунд даже написал об этом десерте оперетту и описал в ней зальцбургские клёцки словами, которые переводятся так: «Сладкий, как любовь, и нежный, как поцелуй». И с этим описанием нельзя не согласиться. А я бы еще дополнила, что это суфле такое же воздушное, как облака, которые проплывают над Зальцбургскими Альпами. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и чистого неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!